I read a quote once that said, "You can wake up early, drink your water, take your vitamins, go to the gym, eat healthy, but until you figure out what's in your head and in your heart, you're not healthy." Привет, мои хорошие! Как у вас дела? Сегодня у нас вечер важных разговоров, смешанный с уходом за собой, но на самом деле тема видео, которую я выбрала, довольно сложная. И на первый взгляд словосочетание «тревожное отношение с едой» может показаться очень странным, но точно не для людей, которые каждый день испытывают эти чувства. Поэтому сегодня я хотела бы поделиться конкретными механизмами и действиями, которые помогли лично мне наладить отношения с едой. Без советов по типу «ешь меньше», «пей больше воды», «ешь больше овощей» и так далее. Возможно, это видео я поделю на две части, потому что, мне кажется, мне есть что рассказать. Поэтому, если вам интересна эта тема, либо тема психологии в целом, то можете поддержать это видео пальчиком вверх, как знак, что вам это интересно. А я желаю вам приятного просмотра! Перед началом скажу, что я не психолог, я не психиатр и я не какой-то гуру, который пытается навязать вам какое-то мнение. Я просто делюсь тем, что помогло мне, в надежде, что это также откликнется кому-то из вас. Решение, что из этих способов применять, а что нет, остается за вами. Начну я, пожалуй, со своей первоначальной ошибки, когда вопрос питания стал в моей жизни довольно остро. Я сразу же стала бороться не с причинами, а со следствием. В моем случае это было компульсивное переедание, и я всячески пыталась придумать способы, как мне обмануть свой организм, как меньше есть, как изолироваться от еды, которая мне нравится. Но я очень долгое время не понимала, что разбираться с любыми проблемами, не только которые взаимосвязаны с едой, стоит именно с причин, которые их вызывают. Потому что как только вы разберетесь с причиной, следствие начинает постепенно исчезать. И зачастую люди, которые имеют проблемные отношения с едой, акцентируют свое внимание на том, что они едят, в каких количествах, хотя в первую очередь фокус должен быть направлен на то, что вас в эту точку привело. Неумение проживать эмоции, конфликты в семье, чувство одиночества, какая-то потребность сверхконтроля и так далее. И налаживать отношения с едой стоит не с наполнения вашей тарелки, а с поиска глубинных и внутренних причин. Одной из таких причин у меня были очень длительные и строгие ограничения в питании. И это формировало такой себе порочный круг. Ограничения, срыв, чувство вины и так по кругу. И упражнение, которым я хочу поделиться, на самом деле постепенно стало прекращать эту внутреннюю войну. Я представила, что во мне существуют две личности. Если что, это касается только контекста еды, и такой пример я привожу только для того, чтобы вам было легче понять, о чем я буду говорить. Одна очень уязвимая, которая хочет быть стройной, которая хочет иметь подтянутую фигуру, и вторая, которая без ума от вкусной еды, вне зависимости, будет она вредной или полезной. Как сейчас помню, я впадала в крайности и выбирала всегда стройность. И в этом заключалась основная ошибка, потому что выбор в этом случае не означал исчезновение противоположных желаний. Возможно, кто-то подумает, что это вопрос силы воли, но на самом деле это работает как некая рогатка. И чем сильнее ты ее натягиваешь, чем больше ты уходишь в крайности, тем сильнее и больнее она стрельнет в конце. И здесь играет роль не сила воли, а банальный инстинкт самовыживания организма. Что я стала делать? Как я уже сказала, в своей голове я визуализировала это как две абсолютно разных стороны меня. И моей основной задачей стало не уничтожить одну из них, не выбрать одну из них, а понять, как я каждый день могу удовлетворять и то желание. Простыми словами, найти какой-то компромисс. О нем я расскажу чуть позже. И именно из такого восприятия стали формироваться все мои дальнейшие пищевые привычки. И важная мысль, но не пытайтесь никогда воевать со своим организмом, потому что в этой борьбе всегда будет выигрывать ваше подсознание. Важным принципом стала позиция не ругать, а договариваться. И это до сих пор существует во многих сферах моей жизни. Я часто видела в интернете, как девушки ругают себя за срывы, критикуют, называют слабыми, потому что они не могли придержаться какой-то диеты. И в целом относятся к своему телу так, будто бы оно самый главный враг в их жизни. Хотя на самом деле единственный, кто нас всегда защищает, кто всегда старается побыстрее восстановиться, был и есть наш организм. Еще одно упражнение, которым я хочу поделиться, касается эмоциональной саморегуляции. И, пользуясь случаем, хочу напомнить вам про онлайн-лекторию «В смысле», где собрано огромное количество лекций по психологии, маркетингу, огромное количество образовательных курсов, и 21 февраля у ребят запускается онлайн-курс про личный блог «Осознанность и уникальность в Инстаграм».
Курс подойдет всем, кто задумывается о блоге, кто только начал или кто хочет продолжать. За 10 недель вы основательно погрузитесь в сферу блогинга, найдете свою уникальность, определитесь с целью, научитесь снимать и создавать качественный контент и монетизировать его. Одно из главных преимуществ – это спикеры. О смысле пригласили блогеров, психологов, диджитал-экспертов, чтобы осветить эту сферу с разных сторон. Обучение доступно для всех, и на курсе действует рассрочка от разных банков до 12 месяцев. Ну а если вы планируете оплачивать курс полностью, то по моему промокоду Локтионова вы получаете скидку в 2000 рублей. Также лекторий дарит чек-лист с 45 идеями контента для блогеров. Его и все остальные подробности вы найдете в описании к этому видео. Вернемся к самому упражнению. Когда я стала по деталям разбирать свое пищевое поведение, я поняла, что во многих случаях мой мозг воспринимает как голод не само физическое ощущение, а многие негативные эмоции – грусть, злость, стыд и так далее. Простыми словами, я эти эмоции не распознавала, а заедала, воспринимая их за голод. И где-то на протяжении месяца я каждый день ставила себе напоминание на телефоне с вопросом, что я сейчас чувствую. Оно приходило мне в абсолютно разное время. Когда я чищу зубы, когда я читаю, когда я с кем-то общаюсь. И я должна была в моменте ответить на вопрос, что я сейчас чувствую. И это настолько сильно на меня повлияло, потому что первое время я не то что не могла конкретизировать эмоцию, мне было даже сложно определить, она негативная или позитивная. И уже через маленький промежуток времени, когда во мне как раз-таки возникала любая негативная эмоция, я уже не воспринимала ее как голод. Следующим шагом стало избавление от чувства тревоги и так называемая легализация запретных продуктов. Это одна из составляющих того самого компромисса с собой. Вся суть заключалась в том, чтобы избавиться от всех негативных эмоций, которые связаны с едой. Когда вы длительное время живете со строгими ограничениями, опять-таки, вы только наращиваете эту внутреннюю тревогу. Поэтому самым лучшим и правильным решением для меня было целенаправленно показать себе, что еда, которую я избегаю, не опасна в той степени, в которой я ее воспринимаю. Да и в принципе не опасно. Как это происходило? Каждый день, либо через день, у этого упражнения не было какого-то конкретного графика, я покупала себе небольшие порции той самой запрещенной еды. Знаю, что многие советуют делать это радикально и резко, когда вы в один момент снимаете абсолютно все ограничения, но я поняла, что мне намного комфортнее и лучше сделать это постепенно. Пусть это займет больше времени, но мне так будет спокойней. Для начала это было несколько конфет, 1 круассан, 1 пачка чипсов. Все это было в небольших количествах, чтобы показать себе, что ничего страшного от съеденного не произойдет. И для получения удовольствия мне не нужен килограмм конфет, мне не нужна тонна шоколада и тому подобное. Здесь очень важным фактором являлось время, потому что процесс восстановления я воспринимала как возведение какого-то дома. Я понимала, что он не построится за день, за 2, за неделю, за месяц. Он не построится без ошибок либо каких-то оплошностей. Но сам факт, что вы стараетесь и прикладываете усилия, уже обеспечивает вам часть результата. Следующим шагом к внутреннему компромиссу стала полная изоляция от правил питания, от состава продуктов, от каких-либо способов и принципов питания. Лично в моем случае все прочитанные книги, просмотренные фильмы, статьи о пользе тех или иных продуктов привели к полной и абсолютной потере доверия к себе. То есть в какой-то момент я полностью перестала чувствовать, какая еда приносит мне удовольствие, какая наоборот тяжесть. И у меня действовали только уже ранее сформированные правила. Овощи – это полезно, углеводы до 3 часов дня, сахар – это зло, на обед нужно есть белок. И самым простым и действенным способом для меня была как раз-таки изоляция от всего этого. Если кто-то советует есть на завтрак кашу, здорово, отлично, классно, но приоритетом в данный момент для меня будет мое желание съесть или не съесть что-то после пробуждения. Я не думала заранее, что и когда я съем. И если в моей голове появлялись хоть малейшие мысли о контроле и правилах питания, я всегда повторяла себе одну простую фразу. Любая еда в любое время идет во благо моему организму. Даже если так не считают все диетологи этого мира. Моей основной задачей было восстановить адекватное и спокойное отношение к еде, без дележки на вредное и полезное. И уже со временем определять комфортную для себя меру употребления определенных продуктов. У меня такое было с приемами пищи вечером, потому что еще со школы мне внушили правило, что после 6 есть нельзя. Еда, которая попадает в твой организм после 6, сразу откладывается на талии, на боках, где-то там еще. И когда я этот момент прорабатывала, я ела на ночь просто все. Роллы, мучное, сладкое. Одним словом, я нарушала все ранее прописанные мною правила. И закончилось это именно физическим чувством дискомфорта.
И это уже не сопровождалось чувством вины или какого-то стыда. С уходом за кожей я закончила, поэтому сейчас перейдем к волосам. Важный момент, но когда из вашей жизни пропадает такая огромная сфера контроля, питания, у вас появится очень много так называемого свободного места. Лично я стала заполнять его вещами, которые приносили мне аналогичные эмоции. Раньше еда была для меня источником тепла, забот, некого спокойствия, но весь дефицит таких эмоций можно восполнить миллионом других занятий. Лично я дала им название «точки радости». И каждый день я сильнее и сильнее давила на эти точки. Поверьте, они есть у любого человека. Я не хочу сейчас приводить банальные примеры с йогой и медитациями, потому что, опять-таки, вы учитесь слушать себя. Ни меня, ни кого-либо другого. Первое время меня очень сильно успокаивали ASMR-видео. Да, и вообще звуки и музыка в целом. До того момента, честное слово, я не знала, что музыка и звуки могут оказывать на меня такое влияние. Я не хочу романтизировать проблемные отношения с едой, но если с вами все-таки это случилось, постарайтесь не утопать в отчаянии. И поймите, что такая проблема, во-первых, открывает огромное количество новых возможностей, а во-вторых, дает невероятный импульс к действию, чтобы кардинально и полностью изменить отношение к себе и к своей жизни. Еще один лайфхак, который касался стресса, потому что это была одна из причин моего переедания. Из чего состоит цикл стресса? Это мысли, например, я не справлюсь, телесные ощущения, например, напряженность, и действия. В моем случае это было переедание. И моя задача была найти аналогичное действие, которое могло бы завершать этот цикл. Это может быть горячий душ, физическое упражнение. Суть в чем? Каждый человек испытывает стресс по разным причинам и в разных масштабах. У нас у всех разный уровень стрессоустойчивости, и полностью избежать стресса в своей жизни, откровенно говоря, невозможно. И с этим нужно научиться справляться не с помощью еды. И последнее упражнение, которое больше касается вашей самооценки, я писала о ней в сообществе, и она звучит так. На каждую самокритичную и тревожную мысль существует прекрасная и обнадеживающая мысль, которая поможет вам с этим справиться. Суть этого упражнения заключается в замене импульсивных негативных мыслей на абсолютно противоположные. Банальный пример. Я не справлюсь, у меня ничего не получится, и все будет замечательно. И в какую именно сторону, положительную или негативную, будут направлены ваши мысли, зависит только от вас. Что ж, мои хорошие, на этом первую часть этого видео я заканчиваю. Дайте мне знать, если вам интересно продолжение. Я вам желаю никогда не опускать руки, не отчаиваться, и факт, что вы уже посмотрели это видео и хотите что-то изменить, уже большой рывок вперед. Я вас безумно люблю, и увидимся совсем скоро. Пока-пока!